Привет! Сегодня на моем игровом столе теплая стратегия про птенцов и их биомы. В этой игре биом не просто слово, это совокупность ландшафта и ресурсов. Пустыня, пресные воды, саванна и горы. Каждый биом дает свой набор ресурсов и уникальные возможности, а само слово помогает понять идею. Вы не просто собираете еду, вы взаимодействуете с экосистемами, которые формируют ваши решения и приоритеты в партии. Давайте же посмотрим, как это работает в настольной игре «Птенцы». Во-первых, хочу обратить внимание, что у меня сегодня на столе делюкс-версия игры, и все эти великолепные компоненты относятся именно к этой версии. Чтобы сыграть втроем в игру «Птенцы», сядьте за стол и разложите игровое поле в центре стола так, чтобы всем было удобно. Возьмите общие мешочки ресурсов и положите в каждый из них по 30 жетонов соответствующего цвета, а еще по одному жетону червяка. Каждый игрок выбирает планшет и получает вдобавок одну фигурку птицы, 2 маленьких жетона птиц, набор из 5 кубиков биома своего цвета и по 5 секторов каждого из 4 цветов биомов и карту памятки. Положите 5 кубиков под свой планшет, а оставшийся кубик в правом верхнем углу своего планшета. Положите первый жетон птицы в верхнюю ячейку трека энергии, а второй внизу поля целей сбора. Раздайте каждому по одной карточке цели гнездо и наполните поле целей сбора карточками. Для этого вытяните 3 карты типа А и 1 карту типа Б. Положите по одному случайному бонусному жетону рядом с целями сбора. Случайным образом определите первого игрока. Он получает жетон первого игрока, а маркер биомов выставляется в его родной биом. Вот я играю сегодня за птицу, которая называется американский ремис. Мой родной биом — это пустыня, поэтому маркер биомов начинает именно в пустыне. Убедитесь, что всем игрокам удобно добраться до мешочка для сброса жетонов и до фишек победных очков. И на этом подготовка заканчивается. Вы готовы играть в настольную игру «Птенцы». Игра длится 4 раунда. Каждый раунд состоит из 2 фаз. Фаза первая – заселение, и фаза вторая – сбор и кормление. В начале фазы заселения ведущий заполняет биомы ресурсами. Для этого он берет каждый мешочек и вытаскивает оттуда по очереди ресурсы соответствующего цвета и раскладывает их в стопках на поле биома так, чтобы стопок оказалось на одну больше, чем игроков за столом. То есть в нашем случае здесь должно сейчас сформироваться 4 стопки. Как это происходит? Вот я, не глядя, достаю по одному жетону. У меня получился кактус, оса, еще один кактус. В стопках может оказаться дубль. Если вы вытащили 2 одинаковых жетона, положите второй поверх первого. Если же тот же ресурс выпал 3-й раз, отложите его в сторону. В одной стопке не может быть больше 2 жетонов одного типа. Вытаскиваем дальше еще одна оса. Вот такая гусеница. И так, кактус я откладываю в сторону. И вот такой кузнечик. То, что осталось лишнее, отправляется обратно в мешок. И то же самое я делаю для всех оставшихся биомов. Когда биомы заполнены, каждый игрок кидает свои 5 кубиков. На сторонах кубиков указаны символы биомов, а также пустые грани. В свой ход игрок может один раз перебросить любое количество кубиков до того, как начнет выкладывать их на поле. По очереди, начиная с первого игрока, вы выкладываете по одному кубику в самую левую свободную ячейку выпавшего на кубике биома. Вот у меня есть кубик с гранью пустыня, и я выкладываю его в крайнюю левую ячейку биома пустыня для того, чтобы зарезервировать себе это место. То же самое делают и мои соперники. Например, мой соперник справа тоже захочет поучаствовать в борьбу за ресурсы в биоме пустыня, а соперник справа отправится осваивать пресные воды. Я тоже буду это делать. Мой соперник тоже захочет туда.
А соперник справа захочет по-настоящему побороться за ресурсы в пресных водах. Потому что если у вас уже есть кубик в биоме, можно положить сверху второй, поверх предыдущего. Тогда приоритет будет выше. Я не хочу упускать эту возможность и тоже поборюсь за воды. Но мой соперник справа участвует в этой борьбе. Пустая грань кубика – это луг. Их можно замещать только в биом луга. Хотя, в принципе, туда можно разместить и любой другой кубик. Например, я захочу это сделать, и я останусь при своем вот этом положении в пресных водах, отправлюсь, например, в луга. Либо, если у вас осталось еще непотраченных 2 кубика, вы можете зарезервировать себе любой ресурс. Для этого вместо кубиков вы ставите фигурку птицы на тот ресурс, который хотите обязательно получить. И тогда никто из соперников не сможет на него претендовать в фазу сбора. Это можно делать только в тех биомах, где у вас еще нет кубиков. Например, я очень хочу побороться, скажем, вот за эту улитку. И отправлюсь вот сюда. Мой соперник слева положит сюда еще 1 кубик, а мой соперник справа пойдет в саванну. Я не могу эти кубики уже тратить, потому что я использовал эту птицу. Этот соперник отправится в луга, например. И этот соперник тоже отправится в луга. Далее начинается фаза сбора и кормления. Начиная с того биома, где находится жетон. Первым выбирает ресурс тот, у кого здесь больше кубиков. При равенстве тот, чей кубик стоит левее. Игрок с высшим приоритетом выбирает тип ресурса и забирает все жетоны этого типа из стопки. Например, я очень хочу получить себе вот этого кузнечика, забираю его себе. А еще одну стопку могу сбросить обратно в мешочек. Естественно, для того, чтобы помешать другим игрокам забрать нужные им ресурсы. Здесь голубой игрок. Я просто смотрю на его карту целей. Ему обязательно хочется забрать змею. Наверное, я тогда сброшу любой, который мне не нравится. Сброшу вот этот. Дальше. Любой из этих жетонов выбирает себе голубой игрок. Он забирает себе, например, 2 вот этих осы. Использованные кубики можно отправить обратно игрокам. В пресных водах явно выигрывает голубой игрок, потому что у него здесь 3 кубика. Несмотря на то, что он стоит правее всех, у него больше кубиков, поэтому он в приоритете. И он выбирает себе жетоны. Потом идет борьба за горы, там у нас никого нет. Потом идет борьба за саванну, там у нас участвует в борьбе только зеленый игрок. Он себе выберет, что ему нужно. В конце разыгрывается центральный биом лугов. Первый, кто выложил туда свой кубик, в данном случае это зеленый игрок, он забирает себе жетон первого игрока и будет ходить первым в следующем раунде. И далее, как обычно, игроки разбирают ресурсы в порядке приоритета. Но поскольку своих ресурсов у лугов нет, игроки по очереди разбирают любые свободные ресурсы из других биомов. Например, вот все эти ресурсы оказались свободные, этот игрок заберет себе эти 2 ресурса, а этот игрок заберет себе, скажем, вот этих 2 бабочек. Далее начинается кормление птенцов. Собранные ресурсы кладут под личный планшет. А если это ресурс вашего биома, вы можете накормить ими своих птенцов. То есть положить жетон прямо вот сюда. Тут еще важно не забывать, что если полученный ресурс у вас оказывается впервые, вы должны взять соответствующий ему сегмент биома и выложить его на свой планшет. Например, я получил кузнечика, и я отыскиваю сегмент с кузнечиком и выкладываю его на свой планшет. Таким образом, я начал заполнять вот этот круг биомов. Если вы заполнили всю секцию кольца одного цвета, тут же можете получить бонусы. Они изображены вот здесь. Накормить птенца, взять 2 ресурса из мешочка или добавить сегмент в свое кольцо. Это можно даже закомбить немножко. Когда все кубики распределены и все действия выполнены, раунд завершается и игрок получает победные очки. За каждого накормленного птенца 2 победных очка. Каждый активированный сегмент в кольце биомов по 1 очку. Как это работает? Здесь под каждым птенцом изображены цвета вот этих вот сегментов биомов. И вы просто получаете по 1 победному очку за каждый заполненный сегмент, который соответствует этому цвету. В данном случае у меня только 1 сегмент заполнен, поэтому я получу плюс еще 1 победное очко. Победные очки получаются в виде вот таких красивых жетонов.
То есть вот здесь 2 победных очка, здесь еще одно победное очко. Итого вот 3 победных очка я могу себе положить. Дальше вы получаете дополнительные бонусы за выполненные цели сбора на вот этих вот картах. Например, здесь вы должны получить пару ресурсов одного типа и 3 другого. В процессе игры я, например, получил себе 2 вот таких жетона стрекозы и еще каких-нибудь 3 жетона. И если в этот момент я эту цель выполнил, я могу занять любую из ячеек, которые находятся напротив этой цели. То есть, если я первый это выполнил, то я, естественно, заберу себе вот здесь 7 победных очков. И плюс еще в конце игры смогу получить 3 победных очка с этого жетона, если я его не потрачу. Затем ресурсы с накормленных птенцов отправляются в мешочек для сброса. Все остальные неиспользованные жетоны отправляются обратно в их мешки. Маркер биомов сдвигается по часовой стрелке и готовимся к следующему раунду. После 4-го раунда складываются все жетоны победных очков. К ним вы добавляете победные очки за позицию жетона птицы на треке энергии, если вы ее не потратили. А потратить энергию вы можете для того, чтобы либо перебросить кубики, либо перевернуть кубик на нужную вам сторону. 12 победных очков, если кольцо биомов будет полностью заполнено, либо 2 победных очка за каждый сегмент в наименее заполненной секции кольца. То есть здесь нужно следить, чтобы у вас все-таки потихоньку, хотя бы потихоньку, каждая из секций заполнялась. 3 победных очка за каждый набор из 3 разных ресурсов под вашим планшетом. 3 победных очка за каждый неиспользованный вот такой бонусный жетон. 3 победных очка за жетон первого игрока, если он у вас оказался по итогам партии. Тот, у кого больше всех победных очков, становится победителем. Делюкс-версия птенцов – это очень красивая и продуманная игра. Компоненты настолько шикарны, что их просто одно удовольствие держать в руках. Иллюстрации и оформление создают теплую атмосферу, в которую приятно погружаться. Небольшой минус – игра занимает на столе достаточно много места. Ради удобства расстановки лучше подготовить просторный стол. При этом разработчики продумали все мелочи. Хотя в игре явно присутствует влияние удачи, броски кубиков, вытаскивание жетонов из мешочков, механики дают игрокам инструменты для планирования и адаптации. Правильное использование трека энергии, размещение кубиков, резервирование ресурсов позволяет уменьшить влияние случая и грамотно опережать соперников, превращая случайность в управляемый фактор. Все это делает птенцов хорошей семейной стратегией с элементами тактики и интересной тематикой. А еще мне понравилось, как в игру грамотно вплетены виртуальные противники. Да, я не оговорился, их тут целых 2 – продвинутый и базовый. Если вы играете соло, вам понадобится оба. Если вы играете дуэльно, вы можете оставить только продвинутого, а можете взять обоих. Даже при игре втроем можно добавить виртуального соперника, чтобы внести больше борьбы за ресурсы. Вы бросаете кубик продвинутого бота и выставляете его в тот биом, который выпал, а базовый игрок выставляет свой кубик на противоположную сторону. Когда дело доходит до выбора ресурсов, продвинутый бот забирает ресурс на свой планшет, а базовый возвращает в мешок. А выбирает ресурсы бот с помощью карт вот на таком специальном планшете. Вы просто открываете следующую карточку, и тот ресурс, который выпал, тот он забирает. Если его там нет, он открывает дальше. В конце игры виртуальному сопернику начисляются очки за заполненные ряды и выполненные цели по тем же правилам, что и игроку. Их поведение предсказуемо, но добавляет нужный уровень конкуренции для партий с неполным составом игроков. Так что обратите внимание на игру Птенцы, а на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока-пока.